Всем по привету, с вами как всегда Руслан на связи. Ребята, сегодняшнее видео будет про то, как получить, оформить в онлайне, да, права учащегося, то есть learner права в Ирландии. Ребятки, ну перед тем, конечно, как на них подаваться, вам нужно пройти еще путь, да, до этого. Вам нужно вначале сдать драйвер теория тест, ребятки, пожалуйста, вот я его сдал. Видео про мой путь, как говорится, от нуля, да, до 100% я буду снимать. В описании к этому видео и вверху будут ссылочки на мои предыдущие видео, я рассказываю, как я подготавливался к тесту, да, потом видео, как я сдавал тест, да. Также переходите на мои видео, да, там, где я рассказывал про тест. У нас будет конкурс, ребята, 20 апреля будет розыгрыш под тем видео, где я рассказывал, как сдается тест. Я буду разыгрывать вот этот вот диск. Вам нужно всего лишь написать в комментариях «хочу диск», ну и написать в видео, где я рассказываю про то, как я сдавал драйвер теория тест. То есть это видео вы сможете найти на YouTube канале, либо будет ссылочка внизу. И пишите просто свой, как говорится, свой никнейм в Инстаграме, подписывайтесь на канал, на Инстаграм, то есть там все условия есть. Если вам нужен диск и вы хотите его получить, то я вышлю его в любую точку планеты, в Ирландию, в Испанию, в Германию, в Украину, где бы вы ни находились. То есть если хотите получить от меня вот этот вот диск, пожалуйста, находите это видео и подписывайтесь на канал и выполняйте все условия, и 20 апреля мы его разыграем. Ну, сегодня видео не про это, а про то, что мы уже, да, сдали тест и идем дальше. У нас следующий шаг. Следующий шаг, мы вот переходим на вот этот вот сайт прекрасный, да, где я сразу вам его показал. То есть вот, и нажимаем «Получить разрешение учащегося». Ребята, я не могу никак без рекламы, никак. Я не могу не посоветовать вам отличный сервис по переводу денег с одной карты на другую. То есть, если у вас есть карта Европейского банка и вам нужно перевести деньги на карту украинского банка, лучше сервиса, чем Paysend, нету. Я повторял и буду повторять: лучший курс и моментальные переводы. У меня есть огромный ролик, где я показываю от А до Я, как пользоваться этим сервисом. Переходите в описании к этому видео, и там будет мой промокод и ссылка моя для регистрации. Также она будет вверху вот здесь. Вы можете перейти и зарегистрироваться. Если вы это сделаете, от 1 до 5 переводов вам будет бесплатно. То есть вы воспользуетесь этим сервисом полностью бесплатно. Вы увидите все его преимущества и поймете, нужен он вам или нет. Поверьте, я советую только проверенные сервисы, которым сам лично пользуюсь. Paysend меня еще никогда не подводил. Регистрируйтесь и переводите деньги с умом. И вот видите, подать заявку онлайн. Здесь вы перед тем, как, конечно, подавать заявочку, вы должны прочитать все вот эти вот условия. Что мы должны иметь? Мы должны иметь карту государственных услуг, то есть карту Public Service Card, вот она. Либо подтверждение в сервисе MyGov.id, да. У меня есть, ну, профиль MyGovID, то есть я буду через этот сервис делать все движения. Потом успешный пройденный тест по вождению у нас тоже есть, только что вам его показывал. Следующий этап, это нужно заполнить форму отчет о зрении, ребятки. Вот она лежит передо мной, уже заполненная. Я вам ее покажу, да. Вот так вот, вот она у меня заполнена уже, готовая. То есть это каждому нужно пройти. Неважно, вы не думайте, что если я в очках, то только тем, кто в очках, либо в линзах, да, у кого проблемы со зрением. Нет, его должны пройти все, то есть все. Мы давайте нажмем, нажимаете вот сюда. И вот здесь, видите, можно сразу ее скачать. Я здесь ее скачал. Это не та форма. Это не та форма, ребятки. Сейчас, стоп. Наша форма это вот вторая. Вот. Driver License Easy Report Form. То есть вот это наша, ваша, то есть ваша, наша, ну, кто, как и я, идет по пути, да,
как говорится, по пути все с нуля, то есть у кого нет прав, как и у меня, то есть вам тоже нужно будет заполнить после того, как вы сдали драйвер теория тест, вам нужно заполнить вот эту вот форму, да, у своего GP, ну не каждый GP заполняет эти формы. Мой GP не заполнял, ну рядом был другой, который этим занимается, то есть либо у специализированного окулиста, то есть, ну я не вижу смысла идти к специализированному окулисту. То есть вот эту формочку нужно заполнить. Что было и как заполняли мы эту форму, я расскажу в следующем видео более подробно, да, по поводу этой формы, что и как там было. То есть ничего сложного там нету, но все-таки для людей, которые, знаете, ну, неуверенно себя чувствуют, хотят, ну, как бы больше информации, я запишу отдельный ролик, он будет быстрым, информация, как говорится, там не слишком много, но все равно есть свои нюансики. То есть обязательно скачайте эту форму, ее можно скачать по ссылочке, видели, ссылочку я оставлю в описании, чтобы было легче вам найти это все. Все, следующий этап, что нам нужно еще предоставить? Подтверждение вашего адреса, ребятки, смотрите, но подтверждение вашего адреса не нужно, если у вас есть MyGovID, то есть у вас есть, да, MyGovID, да, если вы в этом сервисе зарегистрированы. И плюс, если вы не меняли, ну, адрес, то не нужно тоже указывать ничего. Доказательство, что вы обычно проживаете в Ирландии. То есть, ну, это уже есть подтверждение, потому что если вы сдали тест, если у вас есть MyGovID, у вас есть Public Service Card, то значит вы проживаете все официально. Сертификата у нас никакого нету, мы все с нуля начинаем. И, ребята, оплата. Оплата 35 евро, то есть ученические права, learner, да, learner driver будет стоить 35 евро. Прямо сейчас в онлайне мы будем подавать заявочку и делать этого все при вас, у вас на глазах, вместе. Я это впервые тоже буду делать, то есть я этого никогда не делал. Будем сейчас вместе разбираться, клацать, мыкать, тыкать. Надеюсь, у нас все получится. Ну а вы не забывайте, конечно, подписываться на канал, это обязательно. Ставьте лайк, пишите комментариев, как вы получали свои права, или вы тоже со мной смотрите меня и тоже идете по этому пути с самого нуля, как и я. Всем спасибо за любое из этих действий. Ну что, поехали, ребята. Ссылочку также на сайт я оставлю, NDLS, да, .ai. Подать заявку онлайн, ребяточки, поехали. Здесь мы входим в MyGovID, да, нажимаем это. Здесь сейчас будут мои пароли, все дела, мы это все заблюрим, конечно, раз-раз. Дополнительная защита у меня стоит, конечно же, и входим. Сейчас придет смс-очка, ребята. Кстати, на моем канале также есть видео про MyGovID, да, про этот сервис. Вы можете посмотреть, у меня очень много различных видео. Подписывайтесь, я рассказываю, знаете, полезную информацию, может, мои видео затянутые, ну, я люблю такой формат, я люблю поговорить, я люблю, знаете, как говорится, быть в центре, да, всего и рассказать за все, и взяться, и схватиться, то есть как-то, знаете, мне нравится вот это вот, знаете, я как будто с кем-то разговариваю, то есть не то, что там, знаете, нарезку сделал на минуту, раз, туда-сюда нажал, все, готово, пуш. Нет, мне хочется поговорить, знаете, как вот в реале, знаете, сели вот так на лавочке, на свежем воздухе, и мы общаемся. Вы мне, я вам. Ну, как-то так, я так люблю. Так, вводим проверочный код, который пришел нам на телефончик. Есть контакт, ребята. Обмен информацией пошел. Так, пожалуйста, введите свой девятизначный номер водителя. То есть, если у вас есть, да, водительские права, тут же можно сразу и продлевать, то есть обновлять. У нас прав нету. Мы все делаем с нуля, ребята. Все в первый раз. Следующий этапчик. Так волнительно, честно. Так, вот обратно мои все данные, ребята. Уже все подтянулось. Подтянулся мой адрес, что очень важно, ребятки. То есть мне не нужно, как я и говорил, то есть если вы все делаете через MyGovID, да, то вам не нужно все бумажки. Если вы все так заполняете, без MyGov, либо идете к ним в контору, то вам все придется. Подтверждение адреса, все дела. То есть вам придется в прямом смысле кучу бумажек приносить. А в онлайне, по факту, вы только вот эту вот форму, да, вот эту вот форму вы, ваш DP заполнит эту форму по глазам, по зрению, да, вы ее отсканируете. Я с помощью телефона взял, отсканировал ее, перекинул на компьютер и все. То есть она у меня уже есть в электронном виде на компьютере. То есть никаких проблем с этим нету. Почта, все правильно. Полностью все данные правильно. Да, пишем. И следующий этап.
Вот, пожалуйста, видите, вы выбираем водительские права, разрешение учащегося. То есть нам нужно разрешение учащегося. Мы подаемся впервые, первый раз в первый класс. Что мы хотим? Я хочу подать заявку на получение разрешения на первое обучение, подать заявку на получение разрешения на первое обучение с иностранной лицензией. Нет. То есть это есть права, да, которые не аккредитованы в Евросоюзе. То есть люди приезжают, у них типа есть, да, как бы права в своей стране, но в этой стране нету, и вот они подаются, не знаю, там может какая-то легче у них процедура или нет, но мы подаемся, нажимаем первый вариант, подать заявку на получение разрешения на первое обучение. Чик-чирик. Следующий этапчик. Ага, ждем, чекаем. Так, вот, пожалуйста, видите, Б и В, то есть, пожалуйста, то есть сразу выдается, да, Б это легковые автомобили, и это вообще W, если перевода нету, да, это трактор, ребятки. То есть нажимаем следующий, ну, не знаю, можно, нет, его нельзя, видите, отменить, трактор нельзя отменить, так что если Б, то и В, видите, я попытался, оно идет автоматом, то есть трактор идет вам бонусом, то есть, потому что, вы знаете, страна, тут сельское хозяйство, фермы развиты, коровки, да, все они все это любят. То есть у них именно поля, да, ну там, как там, сельхозкультура, я имею в виду, там, пшеница, все остальное, да, как у нас там. У них так это не развито, у них именно там овцы, коровки, да, там, барашки, все такое, лошадки, то есть у них прям в смысле фермерства такое, свиньи, да, то есть порк, то есть у них больше животноводство получается, то есть у них они не засеивают так поля, потому что здесь грунт не слишком хороший для того, чтобы, да, родить там вот пшеницу, там, озиму и так далее. То есть тут немножко по-другому все. Но этот сектор у них развит хорошо, они сами себя кормят. Во всех магазинах вы видели значок там с мясом и так далее, флаг Ирландии. То есть у них реально тут они себя прокормить смогут мясом, это точно. А мы продолжаем. То есть автоматом идет категория, вы видите, да, W, то есть это прекрасный трактор. Мы нажимаем следующее. Связано ли ваше заявление с приказом о дисквалификации с дополнительными требованиями? То есть это если вас лишили прав, вы там что-то хотите оспорить, взять новое. Нет, у нас никаких дисквалификаций не было, потому что у нас что? Правильно, у нас еще не было никаких прав в своей жизни. Это первые, ребята, даже вот права будут типа learner, да, ученик, но все равно уже первый этап, там будет ваша фотография. То есть, все равно это какая-то эйфория, знаете, какой-то позитив. Я в этом вижу, для меня это очень хорошие новости, вот честно. Я так доволен, что я пошел по этому пути, да, как это сдвинулся с места, потому что 34 годика нет водительских прав, ну, блин, честно, в какой-то степени стыдно. Но я видел тут по Ирландии с буквой L ездят люди там и 50 лет, им 40 и так далее. То есть, понятно, у всех разные обстоятельства. Но мне как-то в душе все равно не по себе, знаете, есть такая немножко как, ну, ну вот есть стыд какой-то самого для себя, знаете, типа, ну, блин, ну как, ну, камон, ну как. Типа у людей там уже 18 лет сразу. Я в свое время тоже мог сдать. Еще в школе у нас были курсы, типа, в интернат ходить и сразу сдавать. То есть, и потом 18 можно получить. Потом учился в технаре, то же самое. Люди ходили сразу там в автошколу 3 месяца и права готовы. Не знаю, что я это провтыкал, что я как-то, не знаю, что-то пошло не так. Но там была любовь, морковь, вы понимаете, там немножко другие были дела, студенческие годы. Я в такой круговорот попал в компанию, не ту, что надо. Ну ничего, это уже другое, а мы їдемо далі. Получили это разрешение учащихся, будет ли вы иметь действующую лицензию, выданную другой страной. Видите? То есть, получив разрешение учащихся, будет ли у вас еще права какой-либо страны другой? У меня нет никаких прав вообще. Сидел за рулем автомобиля пару раз, просто по приколу, просто там дрыгал-мыгал, просто в поле. Все, это было лет 10 назад. Так, давайте что. Медицина. Вот, ребята, здесь, видите, 26 вопросов по медицине. Я сейчас поставлю паузу, промотаю, потому что тут все индивидуально. Читайте все вопросы индивидуально, потому что у каждого своя болячка, да. Смотрите, если вы напишите, скажите, вот это, первый вопрос это по донорству. Я пока вместе напишу нет, потому что когда уже буду получать полные права, тогда напишу да, потому что сейчас нужно дополнительно будет там какое-то собеседование, какие-то звонки. Мне сейчас не хочется просто этой суеты делать. А вообще я за донорство, потому что органы ваши, они никому там на небе или в земле не нужны.
а они могут спасти чью-то жизнь. Просто потом, когда у вас будут полные права, когда будет new driver, да, у вас обратно будут обновляться права, а потом, когда уже будут полные права, вы еще раз будете подаваться и получать прям настоящие полные права. То есть, так что все будет меняться, и я потом, конечно же, введу, когда уже полные будут, и введу вот этот код 115, это код о том, что вы согласны, чтобы ваши органы пошли на донорство, потому что я считаю, что лучше спасти, да, если такие обстоятельства, то чтобы твои органы дали жизнь, дали продолжение и жили в ком-то. Это, мне кажется, правильно. Но сейчас на данном этапе нет, потому что это права учащегося, да, и я по факту еще не буду ездить за рулем, так что я пока нажимаю нет. Следующий момент. Носите очки, вот видите, код 01, то есть вот очки я нажимаю сейчас да. У меня уже есть, вы знаете, репорт форм, у меня заполнено все. И это всем нужно заполнять, запомните, то есть репорт форм вот этот по глазам, то есть всем надо пройти проверку зрения, все. Как еще раз проверяли у меня зрение, я в следующем видео запишу, расскажу вам про эту форму, как мне ее заполняли, что говорить, что спрашивать, все подробно. Нажимаем да, я согласен. Если у вас диабет, инсульт и так далее, видите, и тут пошли вопросы уже конкретно под каждого. Я их промотаю, потому что 26 вопросов. У меня этих проблем нету, как и всех остальных. Там еще будет один последний вопрос по зрению. Я нажму «Да», и там нужно будет прикрепить форму. Вот с прикрепления формы мы и продолжим. Так, мы продолжили, медицину мы прошли. 26 вопросов, там много вопросов о хронических заболеваниях, то есть там Паркинсон, там если у вас проблемы с головой, там головокружение, инсульты, то есть все это индивидуально, вы понимаете, да, просто если нажмете что-то «да», то вам придется потом предоставлять медицинскую справку о том, что у вас есть эта болячка, какие у вас есть ограничения, то есть каждое «да» в медицинском опросе это дополнительная бумага к вам, то есть вы сейчас не пройдете, если у вас нет заранее приготовленных бумаг. Видите, у меня галочка, я нажал «Выбрать файл», то есть документация. И у меня на рабочем столе был отсканирована вот эта вот форма по зрению, вы поняли, да? То есть я ее вот скинул, пожалуйста, вот, прикрепил, все, и у меня высветился значок следующий. Мы переходим к следующему этапу, это оплата. Оплата. Так, опа, ребята, нифига себе! Предварительный просмотр вашего разрешения. Вы видите это величие? Просто, о май гарбл. Сюда это все, сюда эту прекрасную жизнь. Сюда эту прекрасную Ирландию, эту прекрасную зеленую страну. Ребята, вот предварительно как будут выглядеть мои права. Мама Мия Санта Лючия. Видите, ребятки, тут все мои данные, подпись моя, видите? Они ее перекинули с этого прекрасного, с этих прекрасных каракуль. Про роспись это отдельный разговор, я рассказывал это в своем видео, где подробно все рассказала о том, как я сдавал тест по теории вождения. Перейдите, посмотрите, там очень прикольно, весело у меня получилось. Так, проверяем все, видите, буква L, learner, то есть ученик, сюда это все. Так, ребятки, дальше смотрим, видите, вот категория B. Вот так вот. И категория, вы видите, да, трактора. То есть сюда эти тракторы, сюда эту категорию Б, легковые транспорты. Так, читаем. Я понимаю, что в соответствии с статьей дорожного движения лицо может подавать заявление на получение судейского разрешения или водительских прав, будучи дисквалифицированным в Ирландии. Все, не, у меня этого нету. Я прочитал политику защиты данных. Я подтверждаю, что мои личные данные, проведенных выше предварительные просмотры лицензии, разрешения верны. Ребятки, все верно, да? Ты шо? Так, ребята, является ли Ирландия вашим обычным местом жительства? Но сейчас это да, получается так, потому что уже больше 2 лет нахожусь в Ирландии, ну а где? Получается так, нажимаем «Да». Нажимаем следующий этапчик, ребят. А, тут уже можно сохранить. Сохранение. Ага, сохранить типа вот этот этап, я понял. Следующий вариант, ребята. Следующий вопрос. В настоящее время лишены прав за исключением дисквалификации в виде штрафных баллов, иметь разрешение на обучение водительских прав в Ирландии, ЕС или признанного государства. Нет, нет у меня никаких прав. Нет, конечно. Верны ли информация, которую вы указали в этом заявлении? Да, конечно, ребята, конечно, все верно. Let's go, блин, только вперед, только в светлое будущее. Туда это все, ну.
Да ты шо? Оплата. Вот, ребята, видите, идем уже к оплате. Видите, learner permit, first time, тип положения, срок действия лицензии 2 годика, ребята. За 2 годика вы обязаны получить new driver. Про это, конечно, в следующих видео, ребята. И это начнем мы уже с того, что нужно вам проходить обязательные уроки вождения. Их должно быть 12 штук, а только после них вы можете податься на главный тест, где получите, да, уже полные права, но там тоже куча ограничений. Я вам расскажу дальше про все это. То есть в следующих видео все подробно будет рассказано по всей теме, да, связанной с правами в Ирландии, потому что я их делаю с нуля просто. Понимаете, вот такой вот бублик у меня был, но уже что-то будет. Придут скоро learner права, и это уже первый шаг, большой уже, да, этап пройден, но еще больше нужно будет пройти. Когда я получу learner, в течение полугода, да, я не имею права податься на главный тест, да, то есть вы понимаете, что получить именно new driver. Смотрите, почему? То есть они гласят так, что вы же понимаете, вот эти 12 этих обязательных, да, обучающих ну, курсов по вождению, вы можете их пройти, в принципе, там, не знаю, там, за 2-3 месяца. То есть реально, а если там вы живете в большом городе, где много этих инструкторов, вы реально можете там раз-раз и все. Но они делают так, что полгода вы должны все равно подождать. То есть полгода, типа, вы должны учиться. Это так, 12 обязательных. Но никто и вам не, ну, не мешает больше, 20. Эти уроки, то есть вы их делаете, да, никто вам не мешает делать больше, хоть 100, хоть 12, обязательно, хоть 15 и так далее. Но уроки обязательно. Ну, в течение полугода вы не можете, даже если вы уроки раньше пройдете, у вас раньше будет, да, все сделано, ваш инструктор все вам там проставит, скажет, вы можете подаваться, но если полгода не прошло, вы не можете подаваться на new драйвера, то есть на тест, чтобы получить new драйвера. То есть вы понимаете, да? А потом new driver, вам нужно с Энко ездить 2 года, но вы уже можете ехать, ездить везде, вы знаете, что у Лернера очень большое ограничение. А после 2 лет уже new драйвера вы получите полные права. Но об этом обратно же дальше. Вы же понимаете, что целая куча нюансов, которые я еще буду рассказывать. Так, ну что, эта радость стоит нам 35 евро, ребятки. Давайте уже заканчивать с этим, да, оплачивать. И когда мне придут мои первые learner, да, права, я, конечно же, распакую, покажу вам, и мы дальше об этом поговорим. Нажимаем заплатить сейчас, прямо сейчас. Тут я уже подготовил, конечно же, свою банковскую карту банка АИМП, все на базе. Сейчас я все это веду, конечно, и после этого мы нажмем вместе заплатить сейчас. Все данные введены, карты, срок действия, код безопасности, имя владельца карты. Ребята, нажимаем перейти к проверке. Тук-тук-тук-тук, тик-так. Платеж успешно завершен. Нажмите продолжить. Ребята, туда это все. Прямо сейчас захожу в аккаунт АИМ банка, чтобы проверить. Да, ребята, у меня было там больше 50 евро. Сейчас 16. Все снялось. Все. Моментально прямо. Ну-ка продолжить. Так. Опа, кратко изложены документы. Загружено, ребята. Следующие документы были загружены. Форма отчета о зрении для водительских прав. Копия. Все, вот видите, мой документ я загрузил. Ваша уникальная ссылка номера. Тип лицензии. Разрешение учащегося, ребята. Разрешение учащегося. То есть learner. Тип приложения первый раз. Срок действия 2 года. Общая сумма 35 евро. Следующий шаг. Получите подтверждение по электронной почте и квитанцию на мой email. Вы получите лицензию через 3-6 рабочих дней. Ребята, ну блин. Ты шо, порядок? Получив разрешение учащегося, вы будете готовы начать обучение вождению. Нажмите здесь, чтобы найти утвержденного инструктора по вождению. Видите? Но это уже в следующих видео мы будем искать инструктора. Я расскажу все. То есть вы понимаете, мой этап идет вместе с вами. Те, кто меня смотрит и тот, кто будет, да, тоже это делать с нуля, вам это будет, ну, очень полезно. Мой опыт, надеюсь, он вам реально поможет, потому что, ну, я все делаю вместе с вами прямо вот сейчас. Все, нажимаем выйти. Все, мы вышли.
должен быть прийти email, как сказано, да. Добро пожаловать на портал Национальной службы водительских прав. То есть вот это переводится как Национальная служба водительских прав, NDLS. Ребята, я очень доволен, мы это сделали через 3, да, 6 или сколько там, 5 дней рабочих, да, обратно же я записываю это видео в пятницу 5 апреля, так что получается, что уже на следующей неделе в конце, возможно, в пятницу, да, либо там в среду, либо в четверг мне придут мои разрешения учащегося, да, это, ну, для меня очень классно, я очень доволен, улыбка до ушей, да. Так что я могу сказать? Всем добра, позитива, хорошего настроения. Так, вот, пришло на e-mail мне письмо, как было написано. То есть буквально прошла минутка. Видите, уважаемый Руслан, благодарим вас за недавнюю заявочку, да. Мы получили ваше заявление и приступили к рассмотрению перед выдачей водительских прав разрешения учащегося. Если вам потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с вами по электронной почте. То есть, если что-то им не понравится, что-то не додал, что-то не предложил какой-то документ или что заполнил неправильно, они спросят, переспросят, то есть все нормально, вы понимаете, да? Чтобы проверить статус вашего заявления, посетите вот сайтик, мы сейчас посетим. Для просмотра деталей вашего заявления вам необходимо будет указать свой PPS номер заявителя и дату рождения. Вот так вот. То есть получается, прямо сейчас мы можем проверить заявочку, да, что там пишется. Просто копируем эту ссылочку, вставляем, пожалуйста, принимаем, PPS-ик, потом форма дата рождения и идентификатор приложения. Пожалуйста, видите, идентификатор. Идентификатор это вот этот вот номер. Раз. Мы это ввели. Два. День рождения, ну конечно же. Мы прямо сейчас проверим, ребята, знаете, чтобы все сразу с вами сделать. И вы видели, что все работает, все працює. Так, все ввели. И мой PPS номер, хорошо, что рядом у меня моя Public Service Card. Прямо сейчас введем. Так, ну, так. Так, ребята, сейчас должно уже выдать, что на каком статусе. Да, понятно, там ничего так не должно измениться, но просто вам показать, чтобы человек, который не знает, да, он знал все нюансы. Проверить статус, ребята, проверяем. Пожалуйста, ребята. Самообслуживанный статус заявки. Ниже вы найдете статус вашего последнего заявления. Идентификатор приложения, тип лицензии, разрешение учащегося, тип приложения первый раз. То есть первый раз я это делаю, видите, все подтверждено. Дата подачи документов 04.05.2024 годика. Текущее состояние, заявка на рассмотрение. Подробное описание. Команда NDLS в настоящее время рассматривает вашу заявку. Никаких дополнительных подтверждений, подтверждать в документах на данный момент не требуется. Вы должны получить обновленную информацию о своем заявлении по электронной или обычной почте в течение 3-7 рабочих дней. Ребята, вот и все. Вот как это выглядит на английском языке. Все, ребята, мы все сделали. Теперь можно со спокойной душой закрывать и идти пить чай, кофе и идти на прогулочку. Ребята, всем хорошего дня, мирного неба. Всех обнял, приподнял. Всегда на связи.